2007 год, когда выходит камера Nikon D3 по цене $5000. 2020 год, когда я покупаю себе этот аппарат за $500. 13 лет. Теперь вы знаете, когда текущий флагман компании Nikon за 9 подешевеет до $500. Ну, примерно к 2034 году. Неплохо. Nikon D3 – великолепный профессиональный фотоаппарат из далекого прошлого. Более совершенная версия знаменитого Nikon D700. Как этот фотоаппарат ощущается сегодня? Он несовременный, им невозможно пользоваться или... Давайте сегодня попробуем с этим разобраться. Прежде всего в глаза бросаются огромные размеры этого фотоаппарата. Почти 1,5 килограмма веса в корпусе со встроенной батарейной ручкой. В принципе, этот фотоаппарат можно купить вместо абонемента в тренажерный зал. Вообще, такие гиганты не часто появляются в наших обзорах. Ну, можно вспомнить еще Canon 1DS, про который я рассказывал, но Nikon D3 гораздо более современная камера, чем та первая полнокадровая единичка от Canon. В Nikon D3 установлена полнокадровая матрица на 12 мегапикселей, система фокусировки на 51 точку, 15 из которых крестовые. BNS здесь у нас Nikon F, пентапризменный видоискатель со 100% покрытием кадра, двойной слот для карт памяти формата CF. Nikon D3 профессиональная и крайне надежная камера с корпусом из магниевого сплава и затвором, рассчитанным на 300 тысяч срабатываний. Здесь у нас встроенная батарейная ручка с аккумулятором повышенной емкости. На одном заряде этого аккумулятора можно снять до 4000 кадров. Кому это нужно? Ну, возможно, свадебным фотографам, которые снимают 4 свадьбы за один день, и им некогда поменять аккумулятор. Помимо обычных вещей, присущих большинству камер, здесь есть и несколько интересных решений. Например, затвор окуляра, который позволяет вам специальными шторками закрыть видоискатель, чтобы избежать лишних засветок. У отсека под карточки памяти есть предохранитель, я так его называю. Чтобы, соответственно, открыть отсек, вам нужно сначала поднять вот эту крышечку, далее нажать кнопку, только тогда отсек откроется. Для тех, кто раньше не сталкивался с батарейными ручками, не использовал их никогда, я кратенько расскажу, для чего это нужно вообще. Здесь у нас встроена батарейная ручка, и на ней дублируются самые полезные элементы управления, то есть кнопка спуска затвора, также два колесика управления, кнопочка AF ON, и также у нас здесь есть рычажок включения и выключения. Он отвечает за именно активацию батарейной ручки. Если мы включаем ее, то, соответственно, все кнопки управления становятся у нас активными. Вообще, зачем батарейная ручка нужна? Чтобы вертикальной ориентации камеры вам не пришлось выворачивать вашу руку таким вот образом. Здесь вы держите камеру в привычном положении. Здесь еще дополнительно на батарейную ручку они вынесли третий экранчик. То есть, если первый у нас вот большой, основной, на нем мы можем смотреть информацию о съемке, мы можем, соответственно, просматривать фотографии, которые мы отсняли. На верхнем дисплее, опять же, у нас дублируются основные настройки съемки, то третий дисплей у нас служит для настройки дополнительных параметров. То есть тут можно регулировать ISO, качество изображения, баланс белого. А еще рядом с третьим дисплеем у нас есть кнопочка микрофона. С помощью нее вы можете записывать ASMR для ваших любимых снимков. Вот так. Даже когда эта камера еще была флагманской, многим не нравилось, что здесь всего 12 мегапикселей. Они говорили, дайте нам 20, как у Canon. Но те, у кого нет никаких комплексов относительно маленьких чисел, отмечали, что в принципе у такой матрицы довольно много преимуществ. Одно из них, конечно же, это то, что она совершенно не требовательна к качеству оптики. То есть разрешающей способности даже стареньких никоновских объективов вполне хватает, чтобы получать хорошую картинку. Во-вторых, сочетание низкого разрешения матрицы и большого физического размера этой самой матрицы дает нам очень интересную картинку с точки зрения хорошего микроконтраста и хорошей плотности цвета. И различные там тональные переходы на снимках с подобных матриц, они выглядят, по мнению многих, гораздо интереснее, чем то, что мы можем увидеть на многопиксельных матрицах. Не уходя совсем уж в высокие материи, я просто от себя хочу отметить, что мне нравится, как эта матрица работает с цветом и светом. Но в то же время нельзя не отметить, что на сегодняшний день 12 мегапикселей это все-таки неприлично мало.
Выпускают сейчас 12-мегапиксельные матрицы только в камерах, которые заточены под видеосъемку, но это уже немного другая история. Я бы не рекомендовал вам при съемке с помощью данного фотоаппарата заваливать горизонт или просто как-то неосмотрительно кадрировать ваши снимки. Потому что потом на постобработке резать 12-мегапиксельные кадры, это как ножом по сердцу. Несмотря на то, что камера была анонсирована 18 или 19 лет назад, я не могу сказать, что она ощущается сильно устаревшей. Вот я вспоминаю, у нас был на тесте, например, Fujifilm X100, и вот тот фотоаппарат, несмотря на то, что он был на 4 года новее, чем Nikon D3, вот он ощущался старым. И все дело, конечно, в технологиях. В Fuji использовались одни из худших технологий цифровых камер, в то время как Nikon D3 использует одни из лучших технологий зеркальных систем. Давайте я немного разверну свою мысль. Когда ты пользуешься старыми беззеркалками или компактами, ты невольно их сравниваешь с чем-то современным. Но в случае с D3 это работает немного по-другому, потому что зеркальные камеры перестали совершенствоваться намного раньше, чем беззеркалки. То есть беззеркалки они продолжили свои улучшения, а зеркалки в один момент остановились. И вот Nikon D3, она не то чтобы далеко отстала от лучших зеркальных камер, которые когда-либо выходили. Судите сами. Система автофокуса здесь на 51 точку. И это одна из самых популярных систем фокусировки у компании Nikon. Она там с небольшими, может быть, улучшениями, но дальше использовалась в таких камерах, как Nikon D4, Nikon D800, D810, D750. Там стоит аналогичная система автофокуса. Были у Nikon системы автофокуса лучше, но они уже использовались в одних из самых последних зеркальных камерах. Это Nikon D850, Nikon D500. И их, по сути, мало кто смог опробовать. То есть большинство людей, снимающих даже на профессиональные камеры Nikon, они сталкивались именно с этой системой фокусировки. Видоискатель, опять же, мало чем отличается от условных Nikon D850, Nikon D5, потому что здесь сложно было еще что-то придумать. Он пентапризменный, у него покрытие кадра 100%, то есть это в принципе один из лучших видоискателей, которые когда-либо устанавливались на зеркальные камеры. Эргономика, вероятно, близка к идеальной, и поэтому найти что-то лучше среди зеркальных камер достаточно сложно. Да, в Nikon D6 появился джойстик, например, и переключатели между режимами фото и видео. Но что касается последнего, то здесь оно просто не нужно, потому что никакого видео в камере нет. И вот как-то так получается, что несмотря на то, что камере уже очень много лет, нет явного ощущения, что она уже ни на что не способна. В том числе этому, кстати, способствует и состояние конкретного экземпляра. Вот именно эта камера у нас имеет пробег около 13-15 тысяч кадров. И, соответственно, если не является практически новой, то она очень близка к состоянию того, что вы могли найти в магазинах 18 лет назад. Я ведь довольно много уже камер обозревал на этом канале, старых, новых. И вот после того, как ты довольно долго пользовался беззеркалками и возвращаешься вот к такому зеркальному динозавру, то в процессе фотосъемки испытываешь некоторый восторг. То есть ты делаешь кадр и такой: это что? Это я сделал кадр? Это фотография? То есть такие непонятные чувства. Эта камера немного менее цифровая, скажем так, чем современные беззеркалки, где кадры уже получаются уже даже без блэкскрина. То есть вы сделали кадр, у вас он сразу появился на экранчике на вашем огромном. Здесь нет, здесь все-таки процесс фотографирования, он немного отличается, и впечатления от съемки, они иные. Что касается работы с оптикой, здесь у нас байонет Nikon F, как я уже говорил, и количество оптики на вторичке для этой камеры просто труба. Можно найти любой вариант, который вам понравится. Дешево, дорого, фиксы, зумы, огромное количество оптики. И самое интересное, что почти вся она будет хорошо смотреться с точки зрения итогового результата на этой камере. То есть даже хотите светосильные фиксы, даже если вы немножко не попадете в фокус, даже если немного будет у вас небольшой смаз какой-то, шевеленка и так далее, это все будет не так критично, не так заметно на этой малопиксельной матрице. Если вы хотите использовать старый отверточный объектив на этой камере, вообще никаких проблем. Матрица вам позволяет это делать. Я все время раньше удивлялся, когда фотографы, которые снимают на Nikon D750, Nikon D800,
рассказывая о плюсах своих камер, упоминали отвертку. Ну, это весьма условный плюс для тех камер, потому что 24 мегапикселя, 36 мегапикселей — это не то разрешение, на которых старые объективы себя хорошо проявляют. Ну, потому что когда их выпускали, эти объективы даже предположить не могли, на каких разрешениях им придется работать. Это, конечно, интересно, потому что эти старые пленочные объективы явно не выпускались для подобных матриц. А вот на 12-мегапиксельной матрице Nikon D3 они смотрятся очень даже неплохо. Конечно, есть вещи в этой камере, которые расстраивают. Это именно связано с возрастом. Например, Live View. По-моему, лучше бы его вообще в этой камере не было, потому что то, как он здесь реализован, это, наверное, худшее, что я видел. Ну, может быть, на Canon PD я вот пытаюсь вспомнить, там, по-моему, тоже отвратительный Live View, но мне кажется, здесь все равно хуже. Live View здесь имеет два режима работы. Первый такой, что вы выстраиваете кадр по экрану, нажимаете кнопочку фокусировки, камера переключается с экрана на фазовые датчики, то есть на видоискатель, фокусируется, потом переключается обратно на экран и делает кадр. Даже звучит бессмысленно. Другой режим Live View более привычный, с контрастной фокусировкой, но она здесь очень плохо работает. Во-первых, фокусируется у нас камера по кнопочке iPhone. Раньше многие любили так фокусироваться, мне никогда этот вариант не нравился. Но проблема в том, что если в случае фазовой автофокусировки вы можете переключаться с кнопочки iPhone на обычную кнопку спуска затвора и фокусироваться по полунажатию, то в режиме Live View я не нашел способ, как фокусироваться по полунажатию. Видимо, здесь это делать нельзя, или просто я не смог этого найти. Но тем не менее, фокусировка очень медленная, и я даже не знаю, что должно случиться, чтобы вам захотелось ей пользоваться. Даже в инструкции пишется о том, что рекомендуется использовать этот режим фокусировки только при использовании штатива. Возможно, если вы снимаете в студии какую-то предметку, вам это как-то может помочь при съемке, но в остальных случаях я бы все-таки рекомендовал вам пользоваться исключительно видоискателем и его фазовой автофокусировкой. Эту камеру многие сравнивали с Nikon D700 в свое время, да и сейчас, когда выбирают на вторичке, такое сравнение часто проскальзывает, потому что камеры очень похожи, у них есть и отличия. Но что касается сходств, то, безусловно, система фокусировки и матрица, то есть основные моменты камеры, они совпадают, они одинаковые. Очевидное отличие — это форм-фактор. Здесь у нас есть встроенный батарейный блок, на Nikon D700 его нет. Соответственно, эта камера на одном заряде аккумулятора делает 4300 кадров, а Nikon D700 снимал около 1000 кадров на одном заряде. Я уже жду, конечно, ваши комментарии, владельцев Nikon D700, под этим роликом о том, как вы на одном заряде аккумулятора снимаете до 2000 кадров. Но данные, которые я озвучил, это данные от производителя. Затвор Nikon D3 считается более надежным, и он рассчитан официально на 300 тысяч срабатываний, в то время как у Nikon D700 на 150 тысяч. И опять в курсе, что вы на своем Nikon D700 сделали 1 000 000 кадров, и затвор даже не планирует умирать. Но официальные данные есть официальные данные. Видоискатель Nikon D700 не покрывает 100% кадра. Также у Nikon D700 чуть меньше скорость серийной съемки, 8 кадров против 9 у Nikon D3. Помимо этого, у Nikon D700 нет двойного слота под карты памяти, там всего одна карточка используется. Но знаете, что интересно? У Nikon D700 есть преимущество относительно Nikon D3. И это в том числе связано с тем, что Nikon D700 немного новее. У Nikon D3 минимально ISO 200, а у Nikon D700 100. И соответственно, когда вы даже снимаете на солнце, камера буквально вам может сказать: ну да, погода хорошая, солнышко, но шумов я тебе все-таки добавлю больше, чем Nikon D700. И, ну, с другой стороны, если вы там снимаете для каких-нибудь клиентов, вы всегда можете сказать: это не шум, это благородное зерно с моей винтажной камеры. Рабочий вариант. Также у Nikon D3 нет встроенной вспышки, а у Nikon D700 она есть. И это можно назвать недостатком Nikon D3, потому что встроенные вспышки Nikon, они позволяют синхронизироваться с внешними вспышками, что бывает довольно удобно. Несмотря на небольшое преимущество Nikon D3 над D700 с точки зрения скорости серийной съемки, буфер у Nikon D700 немного больше. Он вмещает 17 кадров в формате RAW, а Nikon D3 только 16 кадров. Оба эти значения звучат как шутка в современном мире, но тогда это было именно так.
Зато в свое время у Nikon появилась услуга расширения буфера памяти на Nikon D3. Для этого камеру нужно было отправить в сервис и доплатить солидные $500. И тогда буфер с 16 кадров увеличивался до 36. На моем Nikon эта процедура проведена не была. Сейчас, соответственно, такая процедура уже сервисом Nikon не проводится. Поэтому остается довольствоваться 16 кадрами буфера. Что, конечно, мало. Что по итогу? Мне нравится Nikon D3. Она не ощущается такой устаревшей, как Fujifilm X100 или Canon 5D или 1DS, которые мы ранее тестировали, и многих других камер, которые действительно берешь и ощущаешь, что возраст этих камер действительно сказывается. Конечно, есть какой-то Nikon D6, и он будет лучше, но Nikon D6 стоит сейчас $5000, а эта камера 500. И эта камера не ощущается как нечто, что в 10 раз хуже, чем Nikon D6. Нет, это вполне себе очень интересный вариант, и если вам эта камера приглянулась в нашем сегодняшнем обзоре, возможно, вам самим стоит ее однажды попробовать. В общем-то, я кайфанул, а вы сами решайте, Nikon D3 это устаревший кирпич или это все-таки живая легенда, которая еще может удивлять. Для меня ответ очевиден.